Господа, всем приветик. Ну что, гайды? Вы любите гайды? Я знаю, что вы любите гайды. В этом гайде мы поговорим с вами про способ фарма. Довольно-таки интересный способ фарма, который в принципе подойдет как для бомжа, так и просто человеку, которого хочется что-то новое. Поэтому, если ты любишь гайды, пожалуйста, прожимай мне лайк за мои старания, вещания, потому что после того, как я выпускаю этот ролик, мне самому будет фармиться. Вот, если вы вдруг не знаете меня, то я задрот Escape from Tarkov, я там много раз взял топ-1, наиграл 15 тысяч часов, я убежал с Таркова, играю в арену, потому что мне арена больше нравится. В арене я уже взял 2 раза топ-1, занял первое место на турнире, вот, соответственно, вот перед вами пруфы, чтобы вы понимали, что я вам давать советы, да, это раз. Вот моя статистика, примерно, что вы можете оценить, что, ну, я умею что-то там играть, чуть-чуть понимаю по игре, вот, и моя статистика вам об этом подскажет. Давайте поговорим собственно, о способе. Ребят, способ этот довольно-таки забавный. Вы, в принципе, бегаете практически голые, вы ничем не рискуете, но при этом вы угроза для любого противника. Вы сейчас, наверное, подумали, бля, наверное, он с Мосинкой пойдет. Не, я выбираю дробаш. Почему дробаш? Потому что ценник маленький, патрон убийственный, одни плюсы у оружия, не вижу никакого минуса. Советую выбирать МП-133, он чуть-чуть дешевле, здесь более приятная мушка, вот здесь на стволе. Более точно можно все стрелять. Все, нажимаем начать сборку, я меняю одно цевье, ставлю всего-навсего один лазер. Вы можете не ставить лазер, я люблю лазер, поэтому я ставлю лазер. 9100 у меня пушечка вышла, что я взял ее в руки, все, я опасный. Дальше я беру наушники, потому что наушники с ботов, к сожалению, не найти. Поэтому я их покупаю, чтобы у меня был звук 120%, и я был прям все хорошо слушал. Дальше, что вам надо еще под эту стратку? Если у вас нету подсумка, вот вы можете взять, есть на 25 дней, сейчас выдали подсумок, на 2 клетки. Если у вас его тоже нету, там, например, вы посмотрите через месяц мой видос, да, предположим, то вы берете вот эту разгрузку под эту стратку. Я не беру, показываю прям наглядно, как я это делаю. Далее, по поводу экипировки. Я беру бронебойная пуля П-20, 30 штук. Почему ее? Потому что это универсальный патрон, у которого базовый урон по мясу 172, соответственно, он убивает с 2-3 выстрелов в ноги, как, собственно, флешета, да, условно. Также он ваншотит с 1 по 3 класс брони, если вы попали в грудь. Просто с одной пульки убивает. Также высокий шанс убить 4 класс, 50%, и в 5 можно ваншотить в районе 20-30%. Короче, это универсальная пуля, которая летит на огромной дистанции и которая подходит для любой практически задачи под моей стратку. Поэтому я беру ее, 30 патронов. Дальше я беру полевой бинт, полевой. 2 ЦМСки, они самые дешевые, одноразовые. Таблетосы, вот. И я беру аптечку. Можно взять вот эту, можно взять вот эту какую-то из этих. Я, например, беру вот эту. Мне она нравится, она дешевая, в принципе, и она немножко быстрее хит. Мы затарились, вот у меня трусики забились. Деньги я никакие не беру под эту стратку. Зарядил дробаш, патроны разбил. Остальное в трусике. Так, что мы увидели? 30 патронов, 30 тысяч, но они 900 стоят, ну пусть 30. Короче, вся моя экипировка мне обошлась примерно в 60 косарей. Также под эту стратку я беру ключи. Ключики нужно брать обязательно, потому что мы с вами будем лутать сейфы в зависимости от спавна, где мы заресаемся. Соответственно, мы заходим сюда на рынок, туда ключи, вот ферма, мы пойдем на ферму. Вот, и выбираем ключи. Я вот выбираю для себя такие варианты. Главная спальня, зона погрузки, офис амбара. Все они примерно от 100 до 200 тысяч. Вы можете выбирать, в принципе, любые, но вот эти, я думаю, самые универсальные для вас. Все, мы не берем ни разгрузку, ни шлем, нифига. Мы можем стартовать катку. Все, вот я стартую, выбираю обычную сложность, выбираю ферму. А тем временем, пока стартую, ребят, хочу сказать, что у меня есть Discord канал, на котором вы можете найти своего себе тиммейта. Но если вам вдруг не с кем поиграть в арену, вы можете зайти в мой Discord канал, прыгнуть в одну из комнат. И наверняка вам будет с кем поиграть, вы будете более часто выживать и более легко фармить. Плюс коммуникация с тиммейтом никогда не будет лишняя. Вот, и сейчас я буду ускорять немножко монтаж, буду говорить только самые полезные моменты, в принципе, по стратке. Потому что здесь у нас стратка состоит в лутании и выходе. Выход у нас будет без рюкзака. Он открывается сейчас через 10 минут спустя рейда. Почему через 10 минут? Раньше он открывался сразу. Сейчас через 10 минут. Почему? Потому что, ребята, занерфили. Представляете, стоило мне выиграть турнир. Я как раз там все время выходил. Сразу занерфили. Вот я заресался. Сейчас я сразу, потому что опытный игрок, понимаю, как мне играть. Здесь я могу сыграть от фермы. Я могу сыграть от амбара. Я выбираю стратку от амбара. Вот мой амбар. Я захожу в него. Здесь всегда есть боты. Есть бот-снайпер. Есть, видите, который должен мне помочь. Вот моя задача. Просто быстренько вальнуть бота, забрать его сумки, разгрузки.
Вот я уже немножко экипировался, да, то есть у меня уже и шлем, есть разгрузка, есть сумка. Все, в это я планирую теперь помещать лут. Эти теперь части для лутания. Я начинаю лутаться, я знаю, где каждый контейнер здесь, поэтому тебе предстоит немножко выучить эту тему. Сейчас все это будет в ускоренном виде, ты будешь видеть только те предметы, которые я лутаю, и мои комментарии. Этот снайпер справа по этой стратке, он, короче, должен сослужить мне службу, но вместо этого он мне сбил руку. То есть я по этой зоне, по нему, теперь могу понимать, как будут играть противники против меня. Ваша стратка, когда вот по этой стратке вы играете, ваша задача в перестрелку не вмешиваться. Вот, и у нас здесь есть два выхода. Первый — это путь охотника, видите, без рюкзака. Второй — это пруд. То есть мы должны выходить исключительно на вот этих двух выходов. Вот, и наша задача, не спеша, 10 минут лутаться с дробашом. Если вдруг мы сдохнем, мы ничего не теряем, повторюсь. Если противник по звуку ботов, если здесь никто ботов не убивал, то, скорее всего, внутри никого. Все, я залетаю, используя ключик. Называется зона погрузки. Ребят, повторюсь, я знаю, каждый ящик в игре, вам нужно под эту стратку немножко выучивать ящики. Нужно понимать, где что ресается, где что может быть. Вот здесь, в принципе, единственный ящик в этом месте. Вот, и дальше мы лутаем курточки вот здесь. То есть, грубо говоря, мы бегаем в месте карты, которая не пользуется большим спросом у игроков. При этом сюда я пошел только потому, что понимал, что здесь никто не убивал ботов. Я изначально слушал, когда лутал маленькие бары, что здесь никого нет. И поэтому я выбрал решение пойти сюда. Если бы здесь были люди, я пошел бы по-другому. Тут где-то, на более сложной сложности есть контейнер. Все, вот бот. Вот, я получаю бронь, я получаю более нормальную каску. Я получаю сайгу. Я условно получаю нормальную разгрузку. Ботов я, в принципе, не рекомендую щупать особо, они слабые по луту. Все, я двигаюсь правее, понимаю, что никого справа нет. Вот, я вижу, что убили снайпера моего. Вот здесь лучше проходить по правой стороне, вот так вот. Или по пруду, вот так вот, или максимально справа. Оно-то уго, но взять нечего. Вот он, квестовый ящик с бронькой. Опять же, повторюсь, с каждой стратки вы действуете по-разному. У вас нету единственной стратки. С этой стратки через амбар я не могу вам, к сожалению, показать, как вам действовать с каждого из спавна. Это будет очень длительное видео. Вот, не забывайте, что вы никуда не торопитесь. Вы слушаете, осматриваетесь, аккуратненько лутаетесь. Вы играете без спешки. Ваша задача что-то залутать и выйти с деньгами с катки. Желательно за короткое время. Лутайте все время лежа ящики, понимая, что, возможно, всегда вас кто-то кемпит, кто-то на вас смотрит. Что дальше я захожу в медзону к вышке. Сейчас по этой вышке я могу сориентироваться, если тут противники. На ней всегда есть снайпер. Видите, снайпер ходит. Значит, в этом районе, в зоне медблока, скорее всего, никого нет. Ну их тут 4, мне жопа. Ну вот вам наглядно пример, как это выглядит. Как выглядит дробаш. Короче, когда вот такая подобная ситуация, вы не должны прям рубиться. Вы должны играть как затаившийся дракон. Вот, я сейчас понимаю, что один ушел правее, один где-то слевее остался. Моя задача посидеть, я никуда не спешу, я здесь для того, чтобы лутаться. Это вам наглядно, PvP рейд, чтобы вы понимали, с чем вы можете слеснуться. Но в случае моего поражения я ничего не теряю. Вообще. То есть я потеряю дробаш и там 3 патрона условно. Мне вообще похеру. Теряют они. Эта группа теряет. Вот я убил первого типа, у него там минус 200 тысяч. Пушка неплохая, 4 класс, вроде у него был и каска. Здесь прям проблема именно в том, что их 3 было или 4. Их много. Двоих я вообще мог раскидать. А они прям крутили меня с двух сторон. У меня есть проблема, я когда делаю килл, постоянно забываю, где я убил типа. Ладно, его тело будет за счет заведения.
Короче, я немножко пострелял, я сейчас буду выходить. Вот, вы должны примерно, я думаю, примерно поняли, по какой технологии вы играете. У вас мощный автомат, мощный дрободан. Все, и здесь выхожу. Вот он выход. Еще из вариантов выхода вот здесь. Если я, например, заресаюсь вот здесь, то я могу выйти, короче, на другом выходе. Ну вот, у меня 177 тысяч, да? Одно убийство. Я думаю, если бы я того чела залутал, ну, было бы 300 тысяч примерно. Ну, давайте возьмем по минимуму, было бы 300 косарей. Как видите, страта рабочая. И самое интересное в этом, знаете, в том, что я отбил свой лут в 5 раз. То есть, если бы я сдох, то я могу 5 раз сдохнуть на одну такую победу. Это самое главное в этой стратке. Потому что почти все стратки, которые есть, ты там, не знаю, почти все время дохнешь и теряешь много. Вот, а тут такой универсальный способ. Ты теряешь минимум, ты можешь заработать много. Ты лютая угроза для оппонента. Вот, и я вам сейчас немножечко, для тех людей, кто досмотрел до конца мой ролик, покажу, в принципе, как вы должны действовать, да, например, примерно. Просто, чтобы вот по карте вы должны наглядно понимать, как вам, в принципе, вообще играть. Вот, например, предположим, если вы заресались вот здесь, у вас есть здесь спам, вы как играете? Это очень хороший спаун. Вы зашли сюда в виллу, залутали сейф, тут сейф. Посмотрели офисные ящики, там очень много в чего есть, там 2 бота. Дальше вы проходите сюда, здесь есть спаун с ЧВК. Если этот спаун ЧВК не бежит на вашу виллу, он бежит на мотель, скорее всего, потому что это одна из самых ближних спаунов на мотель. То есть они уходят на мотель, вы залутали, вы где-то вот в этой позиции находитесь. Здесь солома, здесь у вас свечка. Вот, вы просто залутали помещение, и дальше ваша задача вот здесь по низине проходить, вот, двигаться вот сюда на маленький амбар. Залутали маленький амбар, вы там поймете по ботам, убили ботов, все, вы залутали здесь сейф, здесь маленький амбар, в сумме где-то 80 ящиков. Все, вы уходите на выход без рюкзака, здесь выходите. Если вы заресаетесь вот здесь, вы заходите в товарный торговый пост. Здесь у вас наверху сейф, здесь много компьютеров, вы залутали это помещение. Для вас важно в том, что здесь 3 спавна сбоку. Один здесь, один здесь. Обычно один только спавн, вот этот, на вас может пойти. Потому что он или будет обходить, или идти на вас. Если он идет на вас, вы просто первый заходите в торговый центр, его лутаете, занимаете позиции, вот, и уже отыгрываете от позиции. Также потом вы выходите вот здесь на пруду, здесь выход у всех. Доступный, он открытый, вот, и вам не надо ждать 10 минут. То есть вы залутали, сразу там же вышли. То есть это очень удобно. Надеюсь, вам такой контент понравился, вы для себя что-то новое подчеркнули, поняли, что так можно. Проставили мне лайк. Вот, если вдруг есть у вас какие-то вариантики интересные, как вы бы хотели наполнить, добавить всю эту стратку, да, то, пожалуйста, пишите свои комментарии под видосиком, оставляйте, что не так, что так, как вы могли бы ее улучшить. Будем обсуждать. Всем спасибо, кто смотрел, всем вам лайк, всем спасибо за просмотр, всем до встречи на моем стриме, всем пока.